Всем привет! Вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Меня зовут Елена, я работаю инструктором по дайвингу, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. Я стала инструктором практически ровно 10 лет назад. Самое время повспоминать, что со мной случалось интересного за время работы. И как раз в комментариях меня попросили рассказать о самом лучшем и самом страшном дайве в моем дайверском опыте. На самом деле это один из самых частых вопросов, которые задают студенты. Всем хочется какой-то клубнички, всем хочется услышать те самые страшные истории, которые они читали в интернете из первых уст. Я всегда при этом жутко туплю и обычно политкорректно рассказываю, что дайвинг это очень безопасно, ничего страшного обычно не происходит. Самый лучший дайв тоже выбрать достаточно сложно, ведь мы поэтому и становимся дайвинг-инструкторами, потому что для нас уже находиться под водой это полный кайф. Но сегодня я напрягу память и расскажу о самых страшных и самых запоминающихся моих дайвах. Самых запоминающихся, я надеюсь, на данный момент и будут еще. Надеюсь, вам будет интересно, так что садитесь поудобнее и погнали! Сразу, наверное, вынуждена многих разочаровать. Никаких барокамер и откушенных акулами рук и ног в моих рассказах не будет. Но пара седых волос после этих дайвов у меня все-таки появилась. А еще, так как после того, как я начала нырять, я достаточно быстро начала работать сначала гидом, а потом и инструктором, все мои страшные истории связаны с опасностью, которая грозила не лично мне, а другим людям, за которых я отвечала. Что в моменте на самом деле намного страшнее. Особенно, когда за секунду ты начинаешь прокручивать все возможные плохие варианты развития событий и проживаешь все из них. Я расскажу о двух дайвах, которые мне запомнились больше всего и при плохом стечении обстоятельств могли привести к очень плохим последствиям. Один дайв с Мальдив, один из Таиланда. Объединяет оба дайва то, что это было пробное погружение. Люди были не обученные, без сертификатов, а значит, ответственности на мне, как на инструкторе, было намного больше. Погода, кстати, ухудшается, ветер усиливается, немножко добавит атмосферы к моим рассказам. Итак, первый дайв – Мальдивы. На Мальдивах погружение для новичков проходит обычно на домашнем рифе, то есть ныряем прямо с берега. А в моем случае мы ныряли не с берега, а от дайв-центра, который вынесен на край рифа на несколько метров и находится на своеобразном пирсе. То есть ты прыгаешь, отплываешь на несколько метров и уже глубина. Риф здесь представлял собой пологий склон с кораллами от 4 до 20 метров, а далее песчаное дно, которое уходит все глубже и глубже от острова. Ориентироваться на таком рифе легко, просто плывешь сначала направо, потом налево. Главное ориентироваться по глубине и рассчитать момент возвращения. Несмотря на то, что от острова мы не отплываем, течения все равно могут быть достаточно сильные. Иногда в новолуние, в полнолуние, когда течения максимальные, и к тому же, если меняется прилив, приходится ластать в одну сторону в течение полчаса, примерно на одном месте, чтобы потом за 5 минут вернуться к дайв-центру. Иногда в особо сильные приливы приходилось даже вызывать лодку, чтобы нырять на домашнем рифе как бы с берега, потому что плыть против течения было просто невозможно. И вот в таком месте я отправилась нырять с группой новичков, которые планировали на следующий день начать курс Open Water Diver. Группа состояла из 3 человек: папа, сын, где-то 12-11 лет, и друг семьи неопределенного возраста, но здоровый такой дядька. А напряглась на самом деле я уже во время брифинга, так как мальчик и друг семьи слушали примерно одинаково рассеянно, вопросы задавали максимально детские, находились примерно на одном уровне развития. Мы зашли в воду, сделали все необходимые для первого дайва упражнения. Погода в тот момент была не самая лучшая. Небольшая волна, течение средне-сильное, небольшой ветер. Но самое главное была плохая видимость. Не один, конечно, 2 метра, но по меркам Мальдив видимость была просто отвратительная. Но делать нечего, надо нырять. Если бы это было обычное пробное погружение, я бы взяла по человеку в каждую руку. Точнее, взяла бы их за вентили баллона, либо за компенсаторы плавучести и тащила. Инструкторы это обычно называют макать чайные пакетики. Таким образом, людей намного проще контролировать, чтобы они не упали и не поломали кораллы, либо не вылетели на поверхность. Но так как мы планировали на следующий день начать курс, я сразу хотела поставить им технику, поэтому отпустила на свою голову в свободное плавание. Под водой мальчик,
напомню, 12-11 лет, и здоровый дядька, друг семьи, они тоже оказались примерно на одном уровне развития. Они гонялись за рыбками, хватали что-то под водой, пытались уплыть глубже положенных 12 метров и пытались от меня убежать. Хотя все правила поведения на дайве им были рассказаны. Кроме одного, к сожалению, я не рассказала, что делать, если под водой вы потерялись и не видите свою группу. Обычно стандартное правило в этой ситуации – это ждать под водой, но только 1 минуту. Дальше спокойно всплывать на поверхность и ждать, либо вернуться на лодку или на берег, тут уже зависит от ситуации и условий. Честно сказать, я не всегда рассказываю об этом на пробном погружении, во-первых, чтобы не травмировать особо впечатлительных людей, а во-вторых, при пробном погружении группы обычно небольшие, и проблемных людей я всегда стараюсь придерживать, поэтому потеряться шансов у них немного. И в тот раз, естественно, по закону подлости, в какой-то момент я оглядываюсь, и друга след простыл. Сначала я подумала, что он просто на что-то засмотрелся, поэтому мы развернулись и потихоньку погребли в обратную сторону. Я смотрела во все стороны, вглядывалась в глубину, но видно было очень плохо. Помните, видимость плохая. Поискав пару-тройку минут, я решила, что пора всплывать. Тем более течение начало усиливаться. На поверхности мы начали ждать, но, к сожалению, никого не было видно. И тут как раз в голове у меня начали проноситься самые нехорошие варианты. Самый вероятный из плохих, что человек ломанулся за чем-то интересным на глубину, там его подхватило течение и, соответственно, начало уносить еще дальше. Дальше от острова, дальше на глубину. И на самом деле случай этот нехороший, особенно для новичка, который не знает, что делать. Искать одинокого пловца, даже если он спокойно всплывет на поверхность, даже если это происходит внутри атолла, между островами, если у человека нет специального дайверского буя, длинного, большого и яркого, очень сложно. Хотя, в принципе, если есть голова на плечах, если в такой ситуации вы потерялись, тут достаточно просто сориентироваться. Надо просто плыть вдоль склона наверх по уменьшающейся глубине, на верхушке рифа всплыть, оглядеться, если никого не видите, но видите остров, просто плывете к острову, даже несмотря на волну, на течение. Но помните, что у нас там уровень развития 12-летки, а ответственность по-любому на мне. К счастью, еще через несколько минут, когда я уже собралась забить тревогу, вдалеке над водой появилась чья-то голова. Ура! Все живы. Но седых волос у меня все-таки прибавилось. Естественно, в дайв-центре молодой человек получил хорошенько по мозгам. В дайвинге у нас это называется дебрифинг, но при этом мы обходимся без матерных слов. Все-таки профессионалы. Но на самом деле он и сам хорошенько испугался, поэтому на следующий день, когда мы продолжили курс, он был просто шелковый. Второй запоминающийся страшный дайв у меня произошел в Таиланде. Если в первом случае нас подвела излишняя самоуверенность, то тут произошла одна из самых страшных вещей, которая может случиться на дайве. Это неконтролируемая паника. В Таиланде на острове Катао пробное погружение обычно состоит из 2 дайвов. Пробное погружение, кстати, официально называется Discover Scuba Diving упади. На первом дайве мы прыгаем с лодки, плывем к берегу на мелкоту, там делаем упражнения, тренируемся, немного плаваем, затем возвращаемся на лодку. И на втором дайве просто погружаемся и уже без упражнений смотрим рыбок, наслаждаемся. Итак, на первом тренировочном дайве одна из моих студенток немного нервничала, но вела себя вполне адекватно. Мы сделали упражнения, отлично поплавали, смогли погрузиться до 6 метров. Следующий дайв уже планировался до 12 метров. Видимость, погода, все было просто отлично. Мы спокойно погрузились и начали исследовать дайв-сайт. Примерно на половине дайва я оборачиваюсь, наверное, что-то почувствовала 5-м инструкторским чувством. И что я вижу? Я вижу, что та самая девочка срывает себе маску, выплевывает регулятор изо рта и устремляется с 10 метров на поверхность. Для не очень знакомых с дайвингом поясню. При погружениях с аквалангом или со скубой главное правило – никогда не задерживать дыхание под водой. Так как мы дышим сжатым воздухом, то легкие сохраняют нормальный объем независимо от глубины и давления окружающей среды. Если задержать дыхание на всплытии, воздух в легких из-за уменьшающегося давления будет расширяться, что может привести к баротравме легких, что очень-очень серьезно. К счастью, я была очень близко, успела ее перехватить и каким-то чудом вставила ей регулятор обратно в рот. Вода, она, конечно, нахлебалась порядочно, но, как говорится, отделались легким испугом. На поверхности на вопрос, что случилось, она, конечно,
конечно, ответила: что-то я испугалась. На самом деле паника на дайвинге может накрыть любого, но поддаваться ей или нет – вопрос опыта и самоконтроля. В этом случае лучше не стесняться и просигнализировать своему дайв-бадди либо гиду о том, что накрывает. Можно даже за ручку взять, мы не обидимся. Любая реакция лучше, чем скоростной полет на поверхность, особенно без регулятора во рту. А еще, если у вас пока нет сертификата и вы делаете программу Discover Scuba Diving, не обижайтесь, пожалуйста, на инструктора за то, что он постоянно пытается вас придерживать. Это для вашей безопасности и для спокойствия инструктора, потому что никогда не знаешь, что от людей ожидать под водой. Напишите, кстати, в комментариях, что у вас было страшного под водой. Возможно, вы сами терялись, паниковали, либо наблюдали панику у других. Со страшилками закончили. Переходим к самым запоминающимся в хорошем смысле этого слова дайвам. И один из моих фаворитов – это дайв, когда я увидела что-то совершенно особенное и достаточно редкое. Я увидела, как спариваются леопардовые акулы. Это произошло на Мальдивах, на сайте Аримастила, в атолле Нонну. Про этот сайт у меня было отдельное видео, можно посмотреть по ссылке. Дайв-сайт – это непростой, представляет собой подводная плата, поднимающаяся над песчаным дном. Минимальная глубина здесь 14 метров. С поверхности не видно. Найти можно только по GPS. Также тут обычно сильные течения, которые привлекают множество крупных морских обитателей, типа серых рифовых акул, скатов и скатов-орликов. Прыгать с лодки и погружаться тут надо очень быстро, а то есть шанс дайв-сайт пролететь, а выгрести против течения уже будет почти невозможно. Повела я в тот день нырять только одного человека. Это был первый день, когда более-менее наладилась погода, и при этом последний дайв для этого дайвера. Мы прыгнули и погрузились не очень удачно, оказавшись в тыловой части плата, где не очень интересно, так как вся живность любит находиться там, где течение приходит, то есть в передней части дайв-сайта. Пришлось достаточно долго ластать против течения. Мой дайвер быстро выдохся, пришлось практически тащить его на себе, чтобы он не сдышал весь воздух раньше времени. Но все наши усилия были вознаграждены, когда перед скалой на песке мы увидели не одну, не две, а сразу 3 леопардовых акул, которые явно были заняты чем-то очень интересным. Правда, быстро определился победитель в борьбе за внимание самки, их осталось 2. Леопардовые акулы, несмотря на название и внушительные размеры, они могут вырастать до 2,5 метров, абсолютно безопасны для человека, они очень милые и безумно грациозные. Еще ее называют акулой-зеброй, но в районе Индийского океана нам привычнее и логичнее леопардовая. Эти акулы яйца живородящие. Это означает, что эмбрионы развиваются внутри матери, но не питаются напрямую от нее через плаценту, как у живородящих животных. Процесс спаривания леопардовых акул изучен весьма поверхностно. Известно, что самцы привлекают самок с помощью особого поведения. Они плавают рядом с ними, царапают их тело зубами, прикусывают самок за хвост. Это помогает им удерживать партнершу и показать свою готовность к любви. А самки свою готовность показывают, переворачиваясь на спину и открывая живот. Ну, достаточно комментариев, просто посмотрите, насколько это красиво. Ну и последний дайв, о котором я хочу рассказать, тоже запоминающийся в хорошем смысле слова, это дайв из Таиланда. Дайв, на котором я почти не заметила китовую акулу. Вообще китовых я встречала в Таиланде на Катау неоднократно, но эти дайвы были далеки от идеальных. Куча лодок, куча дайверов, все пытаются снять лучшее видео или сделать селфи. В какой-то момент местное дайверское сообщество даже решило не делиться по радио или в Фейсбуке в реальном времени, если какой-то дайв-центр встречает китовую, чтобы не привлекать толпы и не вызывать стресс у животного. Но пару раз мне повезло встретить приватную китовую акулу, когда ни души вокруг.
В один из дайвов случилась забавная ситуация, когда мы пришли на дайв-сайт, и сообщений о китовых в округе не было. У меня как раз был выходной, я ныряла с другом, и мы просто, как обычно, пошли заниматься своими делами. В какой-то момент я залезла по пояс под камень, чтобы посмотреть и поснимать прозрачных креветок-чистильщиков. И пытаюсь я, значит, лежать максимально спокойно, чтобы креветки меня почистили, когда сверху начинается стук по баллону, такой бам-бам-бам. Кто-то очень настойчиво привлекает внимание. Я, естественно, на такие глупости не отвлекаюсь, внимания не обращаю и продолжаю играть с креветками. И пока мой бадди практически за ласту не вытягивает меня из-под камня. Оказалось, прямо надо мной кружит китовая акула, а бренчал другой инструктор, чтобы нам ее показать. Нам, кстати, очень повезло, потому что эта другая группа уже всплывала, и через пару минут мы остались с китовой наедине. Это было потрясающе. Китовая попалась очень голодная. Она плавала вокруг, захватывая пастью воду с планктоном. Можно было рассмотреть мельчайшие детали ее морды, рта и жабр. А главное, никакого столпотворения вокруг. Вот такой мини-хит-парад самых страшных и самых лучших дайвов у меня получился. Надеюсь, было интересно и, может быть, кое-где даже поучительно. Пишите в комментариях о своем опыте, лучшем и худшем. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Спасибо за просмотр!